Всех приветствую на канале Football Stories. Топ-10 лучших футболистов за всю историю. За годы существования профессионального футбола зрители успели насладиться игрой очень многих мастеров. Сложно выбрать топ-10 лучших футболистов за всю историю футбол. Этот вид спорта постоянно эволюционирует, игра усложняется. Однако в памяти остались эффектные действия мировых звезд далекого прошлого и настоящего. У нас получился такой список. Первое место. Пеле, король футбола, не потерял свой статус лучшего футболиста мира. Его карьера – эталон для всех мастеров кожаного мяча. Пеле – трехкратный чемпион мира. Золотые годы бразильца пришлись на 60-е годы. Дебютировал Пеле в 17 лет в национальной сборной. Выступая за Сантос, Пеле забивал 90, 100, 110 голов за сезон в разных турнирах. Феноменальный показатель, который очень сложно повторить. Среди основных достоинств Пеле – уникальная техника, пластика, благодаря которой он легко обыгрывал защитников и забивал шедевральные голы. Его скорости могли позавидовать даже профессиональные легкоатлеты. Известно, что Пеле пробегал 100-метровку быстрее 11 секунд. Второе место. Лионель Месси. Аргентинский форвард еще не завершил свою карьеру, но она уже получилась яркой. Месси прошел юношескую школу Барселоны и провел 18 сезонов за каталонцев. Мы знаем Лео как уникального дриблера, способного разобраться с двух-третьей защитниками на пятачке и забить гол. Пик его карьеры приходится на период работы Хосепа Гвардиолы. Вместе с Хави, Иньестой Месси творил чудеса на футбольном поле. В активе Месси 4 золотых мяча по версии FIFA и 2 по версии France Football. В 520 матчах за Барселону он забил 709 голов в разных турнирах. С испанцами он 4 раза побеждал в Лиге чемпионов. За Аргентину Месси сыграл 151 матч и забил 76 голов. Лучшее достижение со сборной – серебро чемпионата мира 2014 года. Третье место. Диего Марадона, еще один великий аргентинец, запомнился гениальной игрой. Он доказал, что можно в одиночку приводить команды к титулам. Так было в 1986 году, когда сборная Аргентины, ведомая Марадоной, стала лучшей, а шедевральные голы Марадоны облетели весь мир. То же самое можно сказать и о Наполи. До прихода Марадоны мало кто знал о неаполитанской команде, но аргентинцу удалось поднять ее на вершину итальянского футбола. В таком сложном чемпионате, как серия А, Марадоне удавалось творить футбольные произведения. На чемпионате мира 1990 года Марадона вновь был лучшим на поле и привел свою команду в финал. Не хватило сил, чтобы справиться с мощной сборной ФРГ. Марадона – пример, как можно добиться чего-то в жизни, не имея стартового капитала и покровителей за спиной. Четвертое место. Франц Бекенбауэр. Немецкий защитник продвинул футбол вперед, став первым защитником, подключавшимся к атаке. Его позицию стали называть либеро – свободный защитник. О его таланте можно сказать многое, но главный показатель качества игры – 2 золотых мяча, чего не удавалось ни одному защитнику ни до, ни после карьеры Бекенбауэра. В активе Франца 3 Кубка чемпионов и 1 выигранный Кубок мира и еще 1 чемпионат Европы. На поле Бекенбауэр выделялся умной игрой, умением просчитывать наперед ходы соперника и вовремя накрывать их. Когда называются знаменитые футболисты, то Франца вспоминают одного из первых. Пятое место. Йохан Кройф. Летучий голландец справедливо входит в 5 лучших футболистов. Он был основным проводником тотального футбола сборной Голландии. Все помнят эту команду в начале 70-х. В этот период Йохан Кройф получил 3 золотых мяча за Аякс. Он также провел множество ярких матчей и трижды становится обладателем Кубка чемпионов. Уникальное умение играть в пас, тонко чувствовать момент, принимать участие в волшебных комбинациях и забивать голы с разных точек поля сделали Кройфа одним из лучших за всю историю футбола. Свои идеи ему удалось воплотить на тренерском посту в Барселоне. Ту игру, которую демонстрируют каталонцы, привил именно голландец. Шестое место. Зинедин Зидан. Один из самых умных футболистов за всю историю. Французский полузащитник умел на поле все: обыгрывать 1 в 1, тонко пасовать и забивать ногой и головой. Именно его игра позволила сборной Франции впервые стать чемпионом мира 1998. Все помнят 2 гола Зидана в финале бразильцам, которых многие считали фаворитами. А сколько шедевральных матчей провел Зидан за мадридский Реал, туринский Ювентус. Когда француз пребывал в оптимальной форме, у него невозможно было забрать мяч без нарушения.
Мегамастер запомнился идеальным пасом и контролем мяча. Любой частью стопы он мог отдать изумительный пас. Чемпион Европы 2000 года, обладатель золотого мяча 3 раза, победитель Кубка чемпионов 2002. Седьмое место. Криштиану Роналду, многолетний лидер сборной Португалии, чемпион Европы 2016 в ее составе. Выдающийся бомбардир, Криштиану Роналду часто спорил с Месси за титул лучшего футболиста мира. Его мастерство и умение реализовывать моменты даже в сложных ситуациях и привели к обилию голов. Выступая за Реал, Роналду забил 475 голов в 486 матчах. Португалец забил 107 голов в 145 играх ха Ювентус. В его послужном списке 5 золотых мячей, а в 180 матчах за Португалию Криш провел 11 голов. Всем известно умение Роналду забивать красивые мячи со штрафных. Его профессиональное отношение к делу – залог длинной и успешной карьеры. В свои 36 года он сохраняет хороший потенциал и является ключевым футболистом в сборной и сейчас уже в Манчестер Юнайтед. Восьмое место. Мишель Платини, еще одна французская десятка, оставившая заметный след в мировом футболе. Все помнит игру сборной Франции 80-х. В 1984 году она стала чемпионом Европы, а Мишель Платини играл главную скрипку. По-настоящему уникальное достижение – 3 подряд золотых мяча с 1983 по 1985 годы покорились французу. Хитрые ходы Платини далеко не всегда читались даже опытными защитниками. Мишелю удавалось создавать моменты и завершать их. Его яркая игра во Франции и Ювентусе запомнилась многим. В активе Мишеля 11 клубных и 2 титула за сборную. Девятое место. Лев Яшин, первый вратарь, которому покорился золотой мяч. Лев Яшин очень хорошо играл на выходах. Более того, он активно действовал в штрафной и даже за ее пределами. Будущее показало, что такая манера очень правильная. Просто стоять на ленточке уже не получится. Нужно работать по всему периметру. Яшин отличался хорошей реакцией и умением далеко и точно бросать мяч партнерам рукой. За свои выступления в сборной «Динамо» он удостоился многих наград. Десятое место. Ференц Пушкаш, настоящий мастер гола. Карьера венгерского форварда Ференца Пушкаша удачно сложилась, прежде всего, на клубном уровне. Когда упоминаются лучшие футболисты в истории, его имя часто попадает в рейтинги. Самый удачный период прошел в Реале, за который Ференц забил 830 голов в 840 матчах. В мадридском клубе он завоевал 3 Кубка чемпионов. За сборную Венгрии Пушкаш провел 170 матчей и забил 270 голов. Ференц является чемпионом Олимпийских игр и серебряным призером ЧМ 1954 в составе сборной Венгрии. В 50-е годы это был самый лучший футболист в мире. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.